Следующий вопрос от Максима из Донецка, который просит вернуться к вопросу о Малороссии, от которого вы в прошлом выпуске ушли в сторону, а именно о выборах и референдуме в республиках. Так договорились ли Путин и Трамп по Украине и Донбассу, и куда все движется? В частности, Пушилин в интервью ТАСС ясности не внес. Значит, я никуда от этого вопроса не ушел. Я напрямую сказал, что проект Малороссия – это глобальный проект, это окно Овертона, что этот проект работает, этот процесс запущен, его уже не остановить, это окно сработает, но это процесс длительный, ждать моментальной от него отдачи, это как минимум неразумно. Вопрос же выборов – это вопрос частностей. И он будет решаться так, как договорятся по раскладу в мире. Я сейчас только объяснял, какие сложнейшие вопросы в мире сейчас стоят. И Украина здесь далеко не главный вопрос. Вопрос развязывания войны с территории Украины против России, он никуда не ушел с повестки, но вероятность этого вопроса такую вероятность этой возможности развязывания войны с территории Украины резко снижена. Очень серьезно снижена. И Украина, она в принципе, киевская банда, она начинает уже агонизировать. И это понимаете, Порошенко, его сопровождает постоянно мистика. У него инаугурация, солдат падает в обморок из почетного караула. На торжественном богослужении в честь процветания Украины у него сын падает в обморок. То есть везде идет символика того, что ничего заявленного реализовано не может быть. Сейчас опять на параде у него один солдат упал в обморок, это было показано, говорят двое, но я не видел видео про второго. И заслуживающего доверия источника у меня по второму подтверждения нет. Но даже одного и вполне достаточно. Но здесь ведь вопрос в другом. Ведь агонизируют, это знаки так свыше для всех, что и как. А ведь что реально произошло? Собирает Порошенко всех послов Украины со всего мира. Привозит в Авдеевку и говорит: а теперь, дорогие друзья, вы должны отправиться по всему миру и собирать деньги на восстановление Донбасса. Вопрос такой. Запад не собирается и Сирию восстанавливать. Есть специальные директивы, о которых говорит наш МИД, о том, что даже в ООН принято решение о том, что Сирию не восстанавливать. Донбасс-то зачем будут восстанавливать? Тем более если это попадает в зону интересов России в прямом смысле. А Украина запланирована как аграрная держава. Зачем им Донбасс-то нужен? Его промышленный потенциал. Но Порошенко же говорит: давайте собирайте деньги. Привлекайте сюда. Второе. Размещается займ Украины краткосрочный на 700 с лишним миллионов долларов с погашением в 2019 году, уже в следующем году под нереально высокий процент, в 9 с лишним процентов. Все экономисты говорят, этот процент нереальный. Это полный крах всей экономики Украины. Два момента. Собрать деньги и убежать характеризует эти два момента. Первое – займ. Второе – давайте сюда привлекайте деньги со всего мира. То есть им бы сейчас на последнем издыхании найти ресурсы, как бы просуществовать для того, чтобы сделать последнюю гадость
избежать. Уже, собственно, поддержки со стороны американцев по отношению к Украине нет. Если пошли вот на такие краткосрочные аферы для того, чтобы решить текущую задачу устойчивости, это уже хороший знак, что все движется в нужном направлении. Нужно выстоять, переждать.